В небольшом дачном поселке Солнечный уже много лет жила маленькая черная собака по кличке Найда. Она была совсем небольшой, размером с крупного кота, с короткой черной шерстью и белым пятнышком на груди. Никто не знал точно, откуда она появилась. Говорили, что когда-то ее привезли дачники на лето с детьми, а осенью просто забыли. Летом поселок наполнялся жизнью. Пахло шашлыками, смеялись дети, хлопали калитки, и все подкармливали Найду. Кто-то выносил остатки обеда, кто-то покупал специально пакетик корма, кто-то просто бросал кусок хлеба с колбасой. Маленькая черная собака подходила тихо, виляла хвостиком и смотрела на людей так благодарно, что у многих щемило сердце. Летом у нее было все – еда каждый день, ласковые слова и даже иногда место у костра. Но лето всегда заканчивалось. В сентябре машины уезжали одна за другой, поселок пустел, двери домов закрывались на замки, ставни захлопывались. Найда сначала еще бегала по участкам, надеясь, что хоть кто-то остался. Но вскоре в поселке оставались только редкие зимние жители и старый сторож, дядя Коля. А потом приходила зима. Найда была маленькой, и ей было особенно тяжело. Первый сильный снегопад полностью засыпал ее старую будку под яблоней. Еды почти не было, иногда дядя Коля выносил ей кусок хлеба или остатки каши. Но он сам жил скромно. Маленькая черная собака начала искать еду самостоятельно. Она рылась в замерзших помойках, грызла старые кости, ловила мышей. Иногда ей везло, и она находила выброшенную рыбу или куриные кости, но чаще всего она просто голодала. Мороз пробирал ее маленькое тело до костей, шерсть у нее была короткая, и она почти не грела. Найда сворачивалась в тугой черный комочек в своей будке и дрожала. По ночам она тихо скулила, не выла, а именно скулила, будто просила о помощи, но никто не слышал. Однажды в феврале она нашла под снегом дохлую птицу. Голод был сильнее брезгливости. После этого у нее начался сильный понос. Она несколько дней почти не вставала. Маленькое черное тельце лежало в будке, и казалось, что на этот раз она уже не поднимется. Но Найда выжила, только стала еще слабее. А в глазах появилась какая-то безнадежность, усталость. Каждую весну, когда первые дачники приезжали, они ахали: «Боже, какая она худая стала!» Кто-то гладил ее, кто-то фотографировал и писал в чат поселка. Наша Найда опять пережила зиму, а потом снова наступало лето, и все повторялось. Миски с едой, добрые слова, почесывание за ушком. И маленькая черная собака снова верила, что на этот раз ее не бросят. Так прошло 7 лет. На 8-ю зиму Найде было уже почти 9. Она сильно сдала, зубы стерлись, глаза начали гноиться, задние лапки плохо слушались. В декабре ударили морозы по 35 градусов. Дядя Коля в тот год почти не приезжал. Найда почти не выходила из будки. Она лежала, свернувшись в маленький черный комочек, и тихо дышала. В середине января приехал Сергей, мужчина, который купил участок 2 года назад. Он решил проверить дом перед Новым годом. Подойдя к старой яблоне, он увидел занесенную снегом будку и торчащую из-под снега черную лапку. Сергей быстро разгреб снег. Найда была еще жива, но уже почти не реагировала. Ее маленькое тело было ледяным. Сергей завернул собаку в свою куртку, положил на сиденье машины и повез в городскую ветклинику. Врачи покачали головами. Сильное истощение, обмораживание, пневмония, возрастные проблемы с сердцем. Они сделали все возможное, но на 4-й день Найда умерла, тихо во сне свернувшись клубочком на теплой подстилке. Сергей похоронил ее на своем участке под той самой яблоней, стоя у маленького холмика. Он плакал. Он понял, как жестко они все поступали все эти годы. Летом добрые люди с миской еды, зимой пустой поселок и лютый холод. Найда была маленькой черной собакой, которая никому не мешала. Она не просила много, только еды и немного тепла зимой. Но люди давали ей только летнюю доброту. Легко быть добрым, когда тепло светит солнце и вокруг полно еды. Гораздо сложнее остаться человеком, когда становится холодно и неудобно.
Если вы подкармливаете бездомное животное, не делайте это только летом. Либо помогите найти ему дом, либо возьмите ответственность полностью. Иначе вы просто продлеваете страдания. Потому что зимой маленькая черная собака не понимает, почему вчера ей давали теплую кашу, а сегодня она должна замерзать заживо в своей будке. Она просто ждет и медленно умирает в тишине. А мы потом удивляемся и говорим: какая жалость. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!